Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Второй день у нас холода, и второй день мы находимся в теплице, более-менее нормально. Конечно, у огурчиков ощущается этот ночной плюс 10 прохлада, уже видно по листьям. Но у нас в теплице сейчас вот где-то 17-18 градусов. Дождик идет, солнышко чуть-чуть пробивается, ну, конечно, ночью холодно. Но, несмотря на это, так как мы не поливали, знали заранее о том, что идет такой холодный циклон, мы уже собираем огурчики, уже несколько дней собираем. Вот. Растут они, конечно, медленнее, чем в тот период, когда тепло. Естественно, когда уже будет тепло, будем поливать. А сейчас вот такая тема очень важная. Снова же я возвращаюсь к этой теме уже 3 года. Теплицы. Теплицы – это просто-напросто возможность будет, единственная возможность получить урожай. Теплицы любые. И эти теплицы, вот условия, мы пришли к очень важным вещам, подсказкам по поводу теплиц. Ну, сверху построить, это разные могут быть формы. Сейчас многие возвращаются в деревни, и там много каких-то старых построек, досок. Можно слепить с чего угодно. Пленка и хотя бы на сезон себе иметь урожай. Но вот проблема. Вот мы сейчас стоим в теплице, и у нас почти везде сухо. Да, есть вот тут немножечко, ну, это буквально чуть-чуть, это уже вот старая стенка, там чуть-чуть отходит, и, естественно, там у нас чуть-чуть протекает, но везде сухо. А еще 2 года назад уже начались вот эти перемены сильные с климатом, сильные дожди пошли. Во-первых, идет сверху большой объем воды, если это ливень, и со всего огорода. А наша теплица получилась в ложбинке. То есть дом там повыше, а здесь у нас нижнее место. И вся вода пошла и собралась вокруг теплицы. И, естественно, куда этой воде деваться? У нас вот здесь дорожки плавали. А если дорожки плавают, растения тоже в воде, корни гниют, и нам пришлось подсушивать землю, пересаживать, пересевать. Очень серьезная такая была проблема. Томаты более-менее вынесли, потому что началась уже потом жара, мы как-то выкрутились из этого положения. Но вот когда вот такая ситуация, тогда уже думаешь, ага, не только строить, это фундамент должен быть, но еще должна быть и возвышенность. Сейчас я вам покажу, что мы придумали, и весной этого года уже закрыли эту проблему. С южной стороны у нас тут дорожки, и сюда вода не поступает. А вот здесь у нас было очень красиво, я белила. Что мы сделали? А мы взяли подсыпку, сделали со всех сторон абсолютно. И теперь вся вода стекает, уходит вниз, но не под теплицу. Это очень важно. Делайте какие-то, даже нет фундамента, подсыпайте, делайте эту подсыпку. Это очень важная подсказка, потому что нет дождей, потом ливень, и все плавает. Поэтому вот это нужно учесть обязательно. Ну что, вернемся в теплицу. Еще здесь буквально несколько секунд. Вот у нас с этой стороны тоже такая подсыпка. Видите, большая подсыпка для того, чтобы... Да, кстати, еще можно посадить цветы. Я сюда с этой стороны еще посажу хризантемы, для того, чтобы они забирали часть воды. И высота, и вода будет. Вот так вот. Ну, а здесь уютное тепло. И еще раз хочу сказать, что даже в холодных регионах многие жалуются, что и в теплице, там, где сейчас вот то снега выпадают, хотя раньше это уже была жара, даже в холодных регионах, возможно, нельзя будет выращивать помидоры, огурцы. Можно поднимать, кстати, северяне уже дали очень хорошую подсказку. Я видела очень красивую форму, они просто-напросто вытаскивают землю плодородную, устанавливают полистирол, плиты полистироловые теплые, они не пропускают холод снизу и тепло. И потом устанавливают или электрическое тепло,
любое тепло можно придумать, оно, по крайней мере, не будет уходить, потому что почва холодная, и это будет продолжаться, такая погода будет продолжаться, поэтому можно вот этот способ, мы уже думаем, как бы тоже себе такое придумать, и новую теплицу, и вот такие плиты сделать для того, чтобы не терять тепло и не получать холод. Почему так происходит? Почему холод? Почему почва холодная? Почему непонятно многим вот этот вопрос задают, откуда это? Такого раньше не было. Я уже об этом говорю, стучусь, звеню уже 2 года. Идет мини-ледниковый период. Хотим мы этого, не хотим признавать, считаем мы это правдой или не считаем это правдой, но это идет. Это процесс такой, и идет переход вот эпохи из эпохи, и это надо, перезапуск программ, полностью все меняется. Ну а для того, чтобы все это поменялось, естественно, с помощью холода. Принцип какой? Принцип холодильника. В одном месте забирается тепло, и там получается холод, а в другое место теплее. Получается, в одних местах будет жарче, а в других холоднее. Но там вот каждый, где живет, присматривайтесь к этим изменениям и готовьтесь. Сейчас очень важно подготовиться и, естественно, построить хоть какие-то теплицы. Стройте, говорю и призываю, не за что. Есть возможность, находите, посеять салат, зеленый лук, капуста, какие-то очень ранние и снова же ранние сорта всего выбирайте. Не будет у нас времени уже 3, 4, 5 месяцев играться с капустой, чтобы вырастить себе капусту позднего сорта типа атрия, когда-то мы такую выращивали. Не будет у нас этого времени. Нужно искать все ранее и искать способ хоть каким-то образом заполнять витаминами свой рацион, потому что никто не будет заботиться. Фермеры не будут заботиться, у них не будет возможности, они сами не знают, на каком свете находятся из-за этих погодных аномалий. И очень сложно будет дальше этим заниматься. Поэтому стройте теплицы, находите способ хоть какие-то укрытия. Подсказки есть, сорта мы говорим какие. Возможности и варианты пробуйте уже сейчас, потому что резкая жара, резкий холод не даст возможность получить нам урожай. А вот эти способы в тепличках, видите, мы хотели даже уже окна старые, эта теплица уже старая, окна старые, хотели уже ее завалить несколько лет, но не завалили и правильно сделали, потому что вот такие холодные периоды, тем более влажные, они просто-напросто уничтожают растения. И то, что мне пишут, говорят, что при плюс 10, плюс 8 все растет, и огурцы, и кабачки, не знаю, у кого когда-то они такие росли, но при таких температурах и при таком длительном периоде, как у нас вот сейчас на неделю вот этот холод, конечно же, теплолюбивые растения просто-напросто не выживут, они будут мучиться. Что нужно сделать? Пересеять, а тем временем думайте о том, что нужно построить любое укрытие. Конечно же, его закрепить. В интернете очень много есть различной информации. Используйте эту информацию и, естественно, начинайте уже сейчас. Прежде чем сделать выводы из нашего практического опыта, из того, что мы сегодня уже приобрели опыт и уже сейчас видим, что нужно менять, я хочу вас просто перенести буквально на несколько секунд в то время, когда мы начинали. Вот смотрите, в 2010 году это наша последняя тепличка. Из того, что было, эта тепличка была укрыта просто пленкой. И вот она служила довольно-таки долго, но вот эта ошибка, когда тепличка находится внизу, кстати, очень многие сейчас страдают в Закарпатской области из-за того, что теплицы построены для товарного производства, да, и так построены именно внизу, в долинах. Нужно уходить на высотки, на высоту. И вот после этой теплицы, когда мы увидели, что и ветер рвет, и
довольно-таки с водой у нас проблема, если ливень все это заливает, в воде стоит все. Поэтому мы перешли на другую теплицу. И вот как это начиналось, тоже буквально пару кадров, у нас видео не было, мы тогда снимали просто на фотокамеру. Вот так она начиналась, сложно, но уже имея опыт с деревянными тепличками, мы уже старались сделать капитальное для того, чтобы эта теплица служила нам долго. Слава Богу, 11-й год позади у этой теплицы. А теперь из всего этого опыта и всего сказанного можно сделать вот такие выводы. Я хочу донести вам главную мысль. Идет мини-ледниковый период. Это уже было в истории нашей планеты Земля. И это повторяется, цикличность, никуда мы от этого не денемся. И то, что нас обманывают о глобальном потеплении, о нем, кстати, снова начнут резко говорить в июле-августе, когда будет короткий, очень жаркий период перед похолоданием. Кстати, и очень быстрая будет в этом году и зима, и осень, быстро все начнется. Мы должны понять, что этот мини-ледниковый период уже начался и уже шагает по планете. Во многих регионах уже это все ощущают. И мне уже пишут, обратная связь прекрасно работает, что где-то раньше вот была обычная, умеренная температура, сейчас стоит необычная жара. Такого у них не было. Ну, а у нас, смотрите, холода. Если раньше умеренно, так это все медленно, переходы эти были из одного времени года в другое, сейчас этого нету. Нас природа готовит к тому, что будет еще холоднее. И это будет продолжаться. Нас не резко охлаждают, а дают возможность, чтобы мы подготовились. Что мы можем сделать? Мы должны полностью перестроиться. То, что было, никогда не будет. Никогда уже это не повторится. Будет лучше, будет сложнее, будет интереснее. Потому что Творец не хочет останавливаться на одном месте, а Творец – это частички в каждом из нас, Творца, и Он хочет познать, развиваться и усовершенствоваться. Всегда очень интересно в развитии находиться, учиться и что-то новое придумывать. Так вот, там, где сильно жарко, будут именно вот так получаться, будут регионы, где было жарко, станет еще жарче, перемещается полностью магнитный полюс, второе солнце. В общем, об этом есть очень много интересной информации и научных подтверждений. Там, где сильно жарко, нужно перестраиваться, снова же ранние сорта и раньше их высевать в теплицах, чтобы в жару уже просто-напросто отдыхать, как это делают, кстати, во многих странах теплых. И не забывайте о мульчировании. Обязательно, когда прогревается так почва, вы не сможете каждый день поливать. Где вы столько возьмете воды? Я хочу сразу предупредить, с водой тоже будут проблемы. Поэтому заранее готовьте, сетки есть светозатеняющие, и в жаркий период нужно будет отдыхать. Каким-то образом что-то будем другое делать, что-то еще будем дополнительно выращивать. Как это будет, мы увидим, но это будет полностью меняться. Ну, а в нашем регионе я смотрю, что вот похолодание, все-таки переход к этим холодным периодам, все больше будет холода, а значит, нам нужно действительно учиться у тех огородников, тепличников, которые сейчас уже на севере зимой устраивают теплицы, в которых у них растет зелень, у них растут салаты, у них клубника созревает. Они просто строят, я уже сегодня говорила, вот эти утепленные полы не дают проходить холоду, не дают уходить теплу. Поэтому нужно вот таким образом готовиться, перестраиваться. Ну и перестраиваться, кстати, в течение сезона надо будет. Нам пришлось сегодня вечером, сегодня это у нас, как раз мы снимаем видео сегодня, а это будет завтра утром, значит, просто-напросто 1 июня мы в 4 часа уже быстренько ту пленку, с которой мы строим внутри теплицы на зиму, мы быстренько эту пленку снова же выставили в теплице, и у нас двойная пленочка получилась, потому что идут сутки от плюс 10 до плюс 11, все сутки будут держаться.
это очень долго для наших растений. А так все-таки двойная пленка. Ну и в тех теплицах, в той второй теплице мы тоже накрыли агроволокном наше растение. Надеюсь, что еще 2 суток мы продержимся. Дальше будет холоднее. Будем думать, как вот изменить эту ситуацию. Хочу вас еще об одном попросить. При строительстве различных укрытий учтите очень важную подсказку. Ветер. Ветер, он только будет усиливаться. Почему? Да потому что эпоха Водолей – это стихия воздуха, а воздух – это и есть ветер. И эта стихия будет руководить всеми процессами и всей нашей жизнью. И она будет только усиливаться. Уже сейчас ветер сносит, и ветер видоизменяется, и поэтому нужно будет так строить конструкции свои, придумывать так, чтобы не улетали теплицы. Укрепляйте эти конструкции, каким-то образом утяжеляйте для того, чтобы они не улетели. Ну, а теперь о самих овощах. Гонки за количеством посадки по 100 рассадных растений, томатов, 100 баклажанов, 100 перцев и так далее нужно оставить в прошлом. Выбираем только ранее урожайные сорта, чтобы в короткий срок получить хороший урожай витаминов именно в закрытом грунте, в теплицах. Открытый грунт, удастся нам картошку вырастить, а картошку, кстати, надо только в грядах поднимать высоко, потому что то же самая проблема, снова же замокание, вымокание. Уже сейчас в некоторых областях Украины картофель выкапывают, а он молодой, завязанный, но он уже гниет. Вот такая вот интересная проблема. Водолей и воду льет, и ветром дует, и нас заставляет меняться, заставляет изменять наше отношение к земле, к тому, что мы делаем, к выращиванию урожая и к тому, чтобы бережно относиться обязательно к воде. С водой будут серьезные проблемы. Ну, я вас не пугаю. Моя задача просто рассказать, предупредить то, что я узнала, то, что я увидела, то, что я проанализировала. И я могу с вами поделиться, я это делаю. Это моя главная задача – передать вам информацию, которую я получила, проверила, освоила, и теперь я могу спокойно вам отдавать. Это вы уже видите на опыте нашем, оно действительно так, и на опыте нашем вы видите, что можно для себя, для своей семьи обеспечить в таких небольших пространствах нужное количество витаминов на год. И заготовки сделать, и, естественно, прокормить свою семью. Не надейтесь ни на кого. Это главный лозунг. Сам себе режиссер, сам себе оператор, сам себе сценарист, сам себе создатель своей жизни. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик снова подготовили вот такое утреннее видео. Оно сложное, но я знаю, что очень многие уже понимают, что происходит, и ждут этих важных подсказок. Надеюсь, у вас все это будет освоено, понято и будет на практике использоваться, и во благо вам пусть все идет. Всех благ вам, всего самого доброго, до новых встреч в новых видео.